Здравствуйте! Сегодня на канале «Знания для жизни» в проекте «Вернемся в правовое русло» знаменитый адвокат Сергей Зикратский. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Когда я поинтересовалась у коллег-адвокатов ваших, что к нам едет Сергей Зикратский, расскажите, пожалуйста, о нем. Мне сказали, что вы порядочный, умный, интеллигентный и просто хороший человек. Поэтому, если вы не знали, как к вам относятся коллеги, я вам расскажу. Вот. Скажите, пожалуйста, где вы учились, что вы заканчивали? Учился в экономическом университете, поступал туда в 96-м году. Тогда в нашем экономическом университете впервые открылась специальность, связанная с юриспруденцией, хозяйственное право. И вот на эту специальность и поступил. И изначально не намеревался стать адвокатом, не связывал свою жизнь с адвокатурой. Работал юристом в компании, занимался бизнесом. Потом получил лицензию на оказание юридических услуг, тоже, собственно говоря, консультировал бизнес. И только потом стал адвокатом. То есть адвокатом я стал только в 2013 году. А что спровоцировало? Почему вы решили в адвокатуру пойти из хозяйственной деятельности? Ну, на самом деле, там просто получилась ситуация, что была реформа адвокатуры. Я, когда был юристом-лицензиатом и консультировал субъектов хозяйствования, я имел право ходить в суды, защищая интересы организаций. Но сделали реформу адвокатуры и прописали, что правом ходить в суды обладают только адвокаты. Да, и вы все равно занимались хозяйственной деятельностью. Да. И поэтому в 2013 году я вынужденно поступил, сдал этот экзамен и стал адвокатом, но продолжал, собственно говоря, заниматься тем, чем занимался раньше. То есть я консультировал бизнес, и это было моим основным направлением деятельности. Но вот 2020 год, по сути, перевернул ситуацию, и тогда в 2020 году адвокатская лицензия мне очень и очень понадобилась, потому что я очень активно занялся тем, что начал защищать граждан. Вы целенаправленно поступали на юрфак, да? То есть вы себя видели адвокатом или юристом, когда шли? Нет. Это получилось очень случайно, очень спонтанно. Я целенаправленно поступал в экономический университет, поскольку хотел быть связан с экономикой, с бизнесом, вот что-то в этой области. Но куда я буду поступать в экономический университет, я не знал. И я пришел поступать, не знал даже, на какой факультет буду поступать. И вот увидел, что есть такая специальность хозяйственное право. И там наш будущий декан очень рекламировал эту специальность. Вы будете юристом на стыке экономики и права. Это так круто, так классно, так востребовано. Ну вот купился и поступил. И поэтому юристом, получается, стал совершенно случайно. Ну, у нас много юристов случайно, потом остаются в профессии, втягиваются. Было ли разочарование профессии? В Беларуси сложно быть юристом, адвокатом, вообще наша судебная система не очень хорошо работает. Приходило ли не тем занимаюсь, или зря я пошел в юриспруденцию? Не было. До 2020 года однозначно ничего такого не было, потому что, да, я понимал, что законы не всегда работают и приходится доказывать, иногда даже у тебя не получается доказывать, и тем не менее разочарования не было. 2020 год был сложный. 2020 год был сложный для профессионального юриста, поскольку мы понимали, что законы перестали работать вообще. То есть написано в законе одно, а применяется оно по-другому. Но даже в 2020 году не было разочарования в профессии, просто это было понимание того, что все сломалось. Все сломалось, но тем не менее мы используем все возможные юридические механизмы для того, чтобы доказать невиновность своего клиента. И ты радовался, что ты полностью изложил свою позицию, что ты выложил все аргументы, что ты представил все доказательства. И как минимум клиенты, те, кто пришли его поддержать, видят, что все юридические способы были использованы. Поэтому это в какой-то степени давало подпитку. Вы защищали Дарью Чульцову, да, Екатерину Андрееву? Я защищал Екатерину Андрееву. То есть это они были в одном деле, у Дарьи был другой адвокат, я был адвокатом у Екатерины Андреевой. После вынесения приговора что вы испытывали? Скажем так, и я, и Екатерина, мы были готовы к этому приговору. То есть мы знали, что приговор будет достаточно жесткий. После того, как прокурор попросила эти 2 года, у всех было четкое понимание, что 2 года дадут. Естественно, была какая-то надежда, но особенно на чудо никто не надеялся. Поэтому было горько.
Ну, снова была полная уверенность, что сторона защиты сделала все, что можно было, чтобы доказать невиновность. А Екатерина, да, Екатерина просто оказалась жертвой в этой ситуации именно потому, что она профессионально выполняла свою работу. Абсурдный приговор, просто до нельзя. Абсурдный точно так же, как и абсолютное большинство других приговоров. Мы видим эти приговоры, мы читаем их и каждый раз не можем понять, почему судьи выносят эти приговоры, как они их пишут. Абсолютно непонятно. В юриспруденции не закреплено понятие правовой дефолт, да, то есть именно как понятие. Но с Беларусью часто ассоциируют правовой дефолт. Правовой дефолт, что в вашем понимании это? Да, впервые термин «правовой дефолт» появился еще летом 2020 года, когда начались безобразия с избирательным законодательством, когда никакие нормы, которые прописаны в избирательном кодексе, они не работали. И по сути правовой дефолт в понимании юриста — это тогда, когда государство отказывается соблюдать те самые нормы, которые это государство написало. Началось это все летом, и постепенно это все и больше, и больше, и больше деградировало. То есть у нас не было понимания, когда же это все закончится. То есть применение этих норм становилось все более и более абсурдным. Когда, если бы кому-то в августе месяце сказали, что людей будут сажать за снежинки на окнах, за эмблемы какие-то на ноутбуках или на одежде, мы бы просто с этого смеялись. Но сейчас мы к этому пришли, это уже абсолютно нормально. И похоже, что конца и края этого не видно. Вы часто говорите в августе 2020 изменилось. Жизнь для многих белорусов изменилась, да, и делится на до и после. Что для вас изменилось, кроме правовой сферы, вообще в принципе? Вот август 2020 года, что для вас? Для меня изменилось отношение людей. Я увидел, что люди очень-очень солидарны, и они друг другу помогают. И я вижу, что люди готовы бороться за тот выбор, который они сделали. Это то, чего я не чувствовал до 2020 года. То есть до 2020 года, до этой избирательной кампании, мы видели, что все остальные избирательные кампании проходили достаточно спокойно, прогнозируемо. И я, в принципе, в начале 2020 года я думал, что эта кампания будет такая же. Но этот август показал, что белорусский народ имеет возможность, хочет изменить ситуацию и готов друг другу помогать. А чего сейчас не хватает? Репрессии очень сильные, усиливаются. То есть мышление не поменялось людей, а репрессии? Или как вы думаете, почему сейчас нет такого? Ситуация очень сложная. Ситуация очень сложная, поскольку в какой-то момент режим задавил протесты и начал вылавливать всех поодиночке, и теперь применяют одиночные репрессии. И поэтому есть внутреннее настроение на изменения, но народ боится выходить на улицу и боится высказывать свое мнение. И это очень-очень тяжелая ситуация, но я абсолютно уверен, что ситуация изменится, поскольку нельзя на протяжении длительного времени репрессировать свой народ, и в какой-то момент просто вот это закручивание гаек, оно даст абсолютно обратный эффект. То есть нельзя сосуд сжимать до бесконечности, чем сильнее мы сжимаем сосуд, тем сильнее будет всплеск, который последует. И поэтому я абсолютно уверен, что ситуация изменится, и в какой-то момент она просто развернется на 180 градусов. А на вас давили до лишения лицензии, Сергей? Там не нужно защищать или угрожали как-то? Были? Я бы не сказал, что было какое-то глобальное давление. То есть прямых угроз в отношении меня никогда не было. Но нам подавали сигналы. Наше руководство Белорусской республиканской коллегии адвокатов, Министерство юстиции неоднократно высказывалось, что адвокатам не стоит лезть в политику. При этом не лезть в политику в понимании регулирующего органа — это не высказываться по актуальным вопросам. И я понимаю, что вот это вот высказывание адвокатов — это то, что очень сильно мозолит глаза действующей власти. Потому что действующая власть понимает, что приговоры выносятся незаконные,
она понимает, что эти приговоры абсолютно нормально заходят, потому что есть судья, который вынес, и потом судья, который пересмотрел, и тут все достаточно прогнозируемо. Но когда про этот произвол становится известно широкому кругу граждан, вот это вот дискредитирует всю систему. А почему это становится известно широкому кругу граждан? Потому что средства массовой информации про это пишут, и адвокаты про это говорят. И вот этот момент, он очень сильно беспокоит сегодняшнюю власть. То есть их задача просто, чтобы адвокаты перестали высказываться. То есть, если бы вы сходили в суд, тихонечко посидели в суде, практически от того, что вы проводите защиту, не меняется приговор, и тихонечко нигде не высказывались, то, в принципе, работаете дальше, да? Я абсолютно уверен, что да. То есть власти необходимо создавать видимость законности решений, законности приговора. И поэтому власти выгоден адвокат, который участвует в процессе для того, чтобы легализовать этот приговор. И поэтому, если бы просто адвокат ходил в дела, даже если бы он ходил в политические дела, я не думаю, что серьезные репрессии бы в отношении адвокатов были. Но когда адвокат ходит в процесс и активно участвует в этом процессе, и активно участвует после процесса, донося до общественности все безобразие, которое творится в судебной системе, вот это их беспокоит больше всего. А хочется высказаться, да, то есть невозможно в себе все это переваривать, носить, то есть не писать, не давать интервью, не комментировать. Я включал самоцензуру. Вот когда был один виток репрессий, когда в отношении моих коллег возбуждали какие-то дисциплинарные производства, был второй звоночек, когда руководство говорило: ребята, вам стоит помолчать. И ты в этот момент включаешь режим самоцензуры и перестаешь писать. Но это не может долго продолжаться. Все равно из тебя прет, ты понимаешь, что происходит какое-то беззаконие, и что ты не можешь молчать, и что все должны знать, что это беззаконие происходит. Поэтому режим самоцензуры выключался, и мы снова начинали кричать. Официально лишили вас лицензии за что? Официально признали, что я недостаточно квалифицирован, чтобы работать адвокатом. Министерство юстиции позвало меня на внеочередную аттестацию. На этой внеочередной аттестации проверили мои знания, посчитали, что я плохо отвечаю на вопросы, и на этом основании лишили меня лицензии. Что в новом законе об адвокатуре изменилось? Новый закон об адвокатуре, он значительно осложнит жизнь адвокатов. То есть новый закон об адвокатуре, он фактически лишает адвокатскую деятельность независимости. И это делается через несколько моментов. Во-первых, у нас не будет дисциплинарных комиссий. То есть если раньше вопросы ответственности могла рассматривать дисциплинарная комиссия, которая избиралась из адвокатов, то теперь эти вопросы будет рассматривать совет коллегии. При этом второй момент, то, что этот совет коллегии выбирается из тех лиц, которые согласовываются с Министерством юстиции. Если Министерство юстиции не согласовало кандидатуру, а эта кандидатура в Совет не попадает. И понятное дело, что в Совет попадут только те, кто будет лоялен к Министерству юстиции. Закон предусматривает, что в течение 6 месяцев после его вступления необходимо будет переизбрать Советы. Дальше мы видим фильтр на стадии приема в адвокатуру. Если сейчас вопросы приема в адвокатуру стажеров решала коллегия адвокатов, лицо приходило в адвокатуру, проходило стажировку и после этого сдавало экзамен, то теперь стажеров будет выбирать Министерство юстиции. И поэтому, если условно Министерство юстиции видит, что это некий активный студент или активный юрист, они его просто не допустят в адвокатуру на стадии стажировки. Дальше у нас появляется упрощенный порядок приема в адвокатуру для бывших следователей, прокурорских работников, судейских работников. Эти лица будут проходить упрощенную стажировку и не будут сдавать экзамена, будут просто проходить собеседование. И мы прекрасно понимаем, что после изменения этого закона из адвокатуры уйдет часть адвокатов,
Сейчас у нас есть лицензии сейчас у нас есть репрессии, лицензии лишаются еще большая часть адвокатов, и будет определенный вакуум, этот вакуум надо будет заполнять. Этот вакуум будет заполняться из бывших прокурорских, судейских, следственных работников, плюс из тех, кто пройдет идеологический ценз в Министерстве юстиции. Ну и последнее изменение основное, то, что у нас не будет теперь адвокатских бюро и адвокатов, которые осуществляют адвокатскую деятельность индивидуально. Будет только юридические консультации. Если раньше у нас было вот такие 3 формы осуществления адвокатской деятельности, то останется одна. Почему? Просто потому, что в Министерстве юстиции уверены, что адвокаты, которые осуществляли деятельность индивидуально, и адвокаты, которые работали в адвокатских бюро, это наиболее активная часть адвокатов, которая участвовала и в уголовных, и в административных делах. И по мнению Министерства юстиции, это как бы боль Министерства юстиции. Неблагонадежные. Да, хотя на самом деле это не так. Вот честно, это не так. Мы среди адвокатов эту тему как-то тоже обсуждали, и кто-то провел анализ и посмотрел, что 50-50. То есть 50% из консультаций, 50% индивидуалов из адвокатских бюро, все абсолютно в равной степени участвовали в этих процессах. Но Министерство юстиции посчитало, что индивидуалы и адвокатские бюро — это такое бельмо на глазу, поэтому всех загнать в консультации. Просто у них скоро не останется людей, потому что реально благонадежных, кто поддерживает действующую власть, 10-20% от силы. И кто у нас останется работать? Врачи, учителя, юристы? Я просто не знаю. Я думаю, что количественно, наверное, они адвокатуру заполнят. Снова будут студенты, которые захотят пойти в адвокатуру сразу же после студенчества, со студенческой скамьи. Будут бывшие следственные работники, которые захотят уйти в адвокатуру. Поэтому я думаю, что количественно они все-таки адвокатуру заполнят. Ну а вот профессионально и в части тех адвокатов, которые готовы идти до конца, чтобы защищать своего клиента, вот с этим будет проблема. Скажите, вы можете вообще как-то в правовом поле прокомментировать ситуацию с Сергеем Тихановским, когда он беседовал, видели видео слитое, да, когда он беседовал с своим адвокатом, и это разлетелось, это показали, это стало в общем доступе. Это ужасно. Это ужасно. На проблему конфиденциальности общения клиента с адвокатом мы поднимали эту проблему неоднократно. Эта проблема есть в административных делах, когда мы общаемся по скайпу с клиентами, клиенты находятся на Крестина, мы находимся в суде, и в абсолютном большинстве случаев из зала суда не уходит секретарь. То есть вас не допускали, вы по скайпу с клиентом разговаривали, и секретарь присутствовал? Секретарь присутствовала при конфиденциальном общении с клиентом, и мы поднимали этот вопрос не решается. Ну, это как бы административное дело, уже на это все давно закрыли глаза. В случае с Сергеем Тихановским это уголовное дело. Мы подозревали, что в СИЗО стоят камеры, мы подозревали, что там стоят микрофоны. И, естественно, когда мы общаемся с клиентами в СИЗО, мы понимаем, где мы находимся, клиенты понимают, где мы находимся, и клиенты понимают, что они не могут быть окончательно конфиденциальны со своим адвокатом. Но то, что это показали по телевизору, это возмутило в квадрате. Потому что одно дело, когда ты понимаешь, что тебя пишут, одно дело, когда ты понимаешь, что тебя слушают, а другое, когда власть открыто говорит об этом и не стесняется, несмотря на прямую норму о праве на конфиденциальное общение с клиентом. Да, в законе об адвокатуре, в той же Конституции прописано. Совершенно верно. То есть государство сейчас активно наплевало в лицо всей адвокатуре, всем гражданам тем, что оно не исполняет взятые на себя обязательства. И, честно говоря, мне в этой связи абсолютно непонятна позиция руководства коллегии адвокатов, почему они не реагируют. Мы неоднократно поднимали тему защиты прав адвокатов перед руководством. Их позиция очень простая. Мы будем реагировать, только если адвокат к нам обратится,
если адвокат предпринял все возможные меры по защите своих прав, и территориальная коллегия тоже к этому подключилась. Только после этого Белорусская республиканская коллегия адвокатов готова была защищать права адвокатов. И мы кричали об этом и говорили, но это неправильно. То есть в любом нормальном государстве, как только видно нарушение прав адвоката, руководитель адвокатского образования обязан был просто на это отреагировать. Наше руководство сидит, молчит и ждет, пока эта ситуация рассосется. Вот и все. У нас настолько абсурдно: сидит клиент, сидит адвокат клиента и сидит адвоката. Скажите, есть у нас вообще шанс при действующей власти вернуть закон в страну? Может быть, перещелкнет у судей что-то, да? Или прокурора подумает: боже, я даю там 4 года на ровном месте. У кого должно перещелкнуть? Или это пока будет вот эта система судебная, пока вот эта репрессивная машина будет, ни у кого ничего не перещелкнет? Когда ситуация в целом в стране изменится, ситуация изменится и в судебной системе, и в следственных органах. Это однозначно. Что касается, произойдет ли это раньше, я очень все-таки еще до сих пор надеюсь на порядочность, на совесть тех людей, которые остались в системе. Мое чувство справедливости, мое чувство веры в справедливость еще не иссякло. Да, мы каждый раз идем в суд, мы готовы к тому, что будет вынесено неправосудное решение, но мы все еще надеемся, что это произойдет. Поэтому я пока еще надеюсь на чудо, и может быть что-то произойдет. Но в любой ситуации, когда в целом власть поменяется, когда все-таки к власти придут те люди, которые заслужили эту власть, которых избрал народ, то я уверен, что и судебная система тоже изменится сразу же. Часто ли вам говорят: Сергей, ты же юрист, ты же должен понимать, что закон не действует, а вы все равно каждый раз поражаетесь, да, что правовое дно. То есть я каждый раз, когда что-то читаю, юридическое нарушение вопиющее, и я каждый раз поражаюсь. Вам говорят такое, что пора уже привыкнуть и смириться, то есть юрист не может смириться с нарушением? Мы не можем смириться с нарушением, потому что мы все-таки заточены на то, что нормы права должны применяться, и каждый раз для нас это стресс. Да, определенный иммунитет вырабатывается ввиду того, что это повторяется, но все равно ты каждый раз надеешься, что будет другой результат, и каждый раз в очередной раз разочаровываешься в конкретном судье, в конкретном сотруднике государственных органов, который принимает такое незаконное решение. Вернемся мы в правовое русло. Обязательно. Спасибо большое за беседу.